Ребят, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня у нас есть небольшая новость, интересная новость, новость, на которую мы заслуживали. И нам сегодня пришло письмо счастья буквально несколько часов назад. Кто еще не видел, заходите в игру, посмотрите. Письмо про новое событие. Новый призыв. Это не новое событие, это новый призыв просто. Призыв вот, реинкарнации назвали это. Ну, здесь письмо вообще забей ни о чем, можно его сразу не читать. И суть, в общем, в чем этого так называемого ивента. Знающие люди, которые играют в Империю пазлов, ну это не я, если что, предсказывали такое появление такого призыва. Вот, да и в принципе инсайды последних дней четко на это намекали. Вместе, кстати, с ребалансом артефактов, но ребаланса артефактов я пока не заметил, ну, это не суть. В общем, ребят, у нас появился новый призыв. Призыв реинкарнации. Вот, зайти в него можно в верхнем левом углу экрана, на котором мы, собственно, и делаем призывы. Видим здесь кучу разных интересных героев. Ну и давайте разбираться, что это такое вообще, с чем его едят и зачем это. Поможет нам в этом всем разобраться восклицательный знак и описание, которое, как ни странно, на английском написано гораздо более доступно. Но я думаю, что большинству моей аудитории будет, наверное, понятнее вот так вот. Значит, призыв реинкарнации. Призыв позволяет вам призвать легендарного героя по вашему выбору. Когда шкала призыва заполнена, полоса призыва будет увеличиваться для каждого призванного героя иной редкости, чем легендарный. Ежедневный призыв, призыв отрядов и призыв артефактов, естественно, не увеличивают шкалу. Когда данная шкала будет заполнена, то дальнейшие призывы уже не будут учитываться, пока не будет призван герой. Призыв реинкарнации становится неактивным, когда все доступные герои были вызваны. Он снова активируется, когда становится доступен новый выбор героев. Каждый период призыва реинкарнации может активироваться в нескольких временных интервалах, но статусы и прогресс героев, которые вы уже выкупили, будут сохранены. Однако, когда начинается новый период призыв на реинкарнации, на чего, статус выкупа героя обновится, прогресс будет сброшен. Ну, как я и говорил, ребят, перевод просто забей. Поэтому давайте будем простыми, доступными словами. Значит, у нас есть 20 персонажей, по 5 каждого цвета. В основном это персонажи с самых рандомных событий, там и третий сезон, и четвертый сезон, и разные ивенты. Все пятерки. Что нам нужно сделать, чтобы их получить? Нам нужно вот эту вот шкалу, которая у нас сверху, заполнить. То есть сделать 100 призывов. Вот, один я уже сделал для теста. Когда мы заполним эту шкалу, мы потом сможем выбрать интересующего нас героя какого-то и просто забрать его. Значит, как мы можем заполнить эту шкалу? Как там уже было указано в этом туториале, который, к сожалению, Карма никогда не научится делать, потому что здесь больше вопросов остается, чем ответов. Мы можем призывать любые ивенты. За крисы, за монеты вообще не важно, что мы будем призывать, кроме дейликов, ежедневных призывов этих за серебро, кроме, естественно, отрядов и артефактов. За каждого героя, который нам выпадает, не пятерочного, этот призыв, эта шкала будет, соответственно, заполняться. Пятерки шкалу не заполняют. Оно и не удивительно. И вот когда мы эту шкалу заполним, то мы сможем выбрать любого из этих героев. Что интересно, вот мне очень нравится этот пункт, который звучит как, типа, когда шкала заполнена, дальнейшие призывы не будут учитываться. Ну, это понятно. То есть, если мы 100 из 100 набрали, то дальше уже нет смысла призывать, нужно забирать героев. Но что интереснее, то что мы не сможем по второму кругу там забирать. То есть, если вы забрали уже всех 20 героев, сделали там 2000 призывов и забрали всех вот этих 20 героев, то они вам не будут по второму кругу доступны. Вы их сможете получить только там каких-то новых героев уже в следующий, там когда-то, когда они обновятся в следующий раз. Значит, чтобы заполнить эту шкалу, вам дано 13 дней.
ребят, 13 дней. За эти 13 дней вам нужно каким-то непонятным образом сделать 100 из 100. Если вы сделали несколько призывов, у вас шкала не заполнена полностью, то через 12 дней, насколько я понимаю, опять-таки, точных ответов нигде нет, у нас карма, она такая карма, то ваш прогресс сгорит через 12 дней. И опять-таки, когда будет этот следующий призыв реинкарнации, тоже абсолютно непонятно. То есть я думаю, что его будут, конечно же, завозить раз в месяц. И, ну, возможно, даже будут завозить по времени как раз-таки около там Кубка Альянсов. Но суть в том, что я думаю, что разрабы не оставят возможность заработать баблишек побольше, поэтому призыв будет каждый месяц. То есть у вас будет, там, грубо говоря, там почти 2 недели в каждом месяце, чтобы нафармить себе по 100 призывов. Но нужно не забывать, ребят, очень важно, что только вот конкретно сейчас у вас есть 12 дней и 9 часов, чтобы заполнить эту шкалу и забрать героя. Или потом заполнить еще эту шкалу и забрать второго героя. Так, пока вы 20 штук не заберете. В следующем месяце герои у вас остаются все те же, кроме тех, которые вы заберете, допустим, сейчас. Но шкала будет уже на 0 сброшена. Я думаю, что это понятно. Шкала, опять-таки, заполняется любыми призывами, кроме вот ежедневного, кроме войска, ну, не знаю, зачем указывать, и артефактов. Вот, допустим, я один призыв уже делал, да, вот у меня единичка есть. Сейчас, ладно, я даже не пожалею 350 кристаллов и сделаю еще один призыв вот здесь. И посмотрю, что у меня там, допустим, будет 2 из 100. Есть. Получили героя, теперь у меня 2 из 100. Осталось всего лишь 98 призывов. На самом деле, если кто играет без доната, подумал, что это его час, то, возможно, нет. А возможно и да, только не сейчас. Объясняю почему. Эти герои, вот эти 20, они поменяются. Меняются в феврале 26 года. То есть, грубо говоря, там раз в полгода они будут меняться, этот пул. И чисто в теории вы себе там, можете прикинуть, какого героя вы себе хотите и как его получить. Если вы сейчас знаете, что у вас нет ресурсов на 100 призывов, там на 100 героев, то вы можете прикинуть, что ага, так, ближайшие там 3-4-5 месяцев эти герои, они будут здесь же. Значит, вы можете себе, например, подфармить, если вы активно играете, золотые монетки. Золотых монеток можно нафармить много, за месяц можно там штук 30 вообще на изи нафармить и без проблем, просто активно участвуя там во всех ивентах, все проходить, все турики, короче, везде и все. Плюс подгадать момент, когда будет какой-то призыв, по которому у вас есть монетки, там Лемурия, например, какая-то, еще что-то, в таком плане. Ну и плюс там за несколько месяцев можно там хотя бы на x10 там с помощью найма там себе нафармить самоцветов. То есть в теории за 2, 3, 4 месяца вы себе можете спокойно закрыть эти 100 призывов, но важно же помнить, что закрывать их нужно в один временной промежуток, вот в эти 12 дней, там 13, которые нам дается на этот призыв. Если вы сделаете 99 призывов и на этом закончите, и у вас останется один призыв до героя, а сам призыв реинкарнации уже обновится, то есть уйдет от вас, то и весь прогресс будет сброшен, поэтому очень важно. Поэтому, для бездонатных игроков тоже вариант есть. Это будет не сейчас, это будет через несколько месяцев, если очень активно играть, но в теории можно забрать себе героя. Конечно же, те ребята, которые донят постоянно, им мало того, что этот призыв будет бесполезен, я уверен, что у них эти герои почти все и так уже есть давным-давно, там и не на одной эволюции. А для тех ребят, кто умеренно донатит или там больше не донатит, чем донатит, например, для меня, то здесь есть хорошие персонажи, которые я постараюсь себе забрать. Естественно, постараюсь забрать тоже через пару месяцев, потому что сейчас у меня ресурсов нет, и закидывать бабло там на 100 призывов я точно не собираюсь. Сама суть в том, что можно будет там через пару-тройку месяцев подфармить себе золотишко, там призывов на 60, 70, 80, и там, пару x10 сделать, это, уже нормально, и забрать какого-то себе героя. В принципе, как бюджетная пятерка, это ивент вполне себе достойный жить.
говорю, опять-таки, в Империи пазлов, насколько я знаю, эта тема уже давным-давно существует и работает, поэтому хорошо, что ввели такую штучку. Вот, конечно же, меня очень бесит то, что разработчики дают очень мало инфы, вот конкретики какой-то, потому что понять вот эти все цифры, что заканчивается на 12 дней, что заканчивается февраль 2026, это нужно, ну, это нужно обладать каким-то сверхразумом, чтобы не написать какой-то минимальный туториал вот здесь, что именно подразумевается под этими цифрами. Вот, допустим, ну, я не уверен в том, что призывы будут сгорать, но я знаю, что так будет. Просто знаю, потому что это карма. Ну, могли бы, если честно, немножечко более конкретики навалить, а то ну, чисто приходится догадываться, что вот эти 20 героев, они поменяются в феврале. Потом будут 20 новых героев, потом они поменяются еще там в июле там, или в июне когда-то там в следующем году. А призыв будут выводить раз на 13 дней, и опять-таки нет четкой информации, будет ли это каждый месяц, или это будет не каждый месяц. Никакой конкретики абсолютно. Ну, это карма. Теперь давайте, наверное, еще пару минут уделим самим героям. Чисто от меня маленький топ. Кто здесь достоин, кто не достоин. Особенно для тех, кто все-таки играет без доната и думает, блин, кого бы себе взять. Вот я готов там потратить все свои сбережения, все свои монетки, продать почку и туда-сюда. Кого бы мне взять? Вот смотрите, значит, первый столбец это у нас красные герои. Вот с красных героев здесь рекомендую брать никого. Потому что они здесь все достаточно посредственные, что первая двойка, тройка даже это вообще ни о чем. Ну вот Котяра. Котяра еще куда ни шло, он, ну, по крайней мере, хотя бы какой-то там, возможно, контроль дает по мане, ну, плюс у него есть прорыв, поэтому с красных вот котика можно взять. Зеленые, как ни странно, все хороши. Верцингеторик, наверное, вот верхний который чувак, Верцингеторикс, если уж быть точным, он чуть-чуть выпадает из этой четверки, потому что у него нет прорыва. А он средний, ну вот Эбису, Барон и Темпора это абсолютно must-have. Я, наверное, себе точно буду забирать или Эбису, или Темпору. Наверное, Эбису даже будет поинтереснее в эпоху Данте. Поэтому вот тройка нижних зеленых это прям крутые чуваки, их брать абсолютно точно стоит. По синим. Бассинджон Параша, Бастет Параша, вот этот Салливан Параша, вот это Ярели или как и Фландер, тоже Параша, ребят. Синие герои плюс-минус такие красные. Здесь отстойняк, их брать особо нет смысла. По фиолетовым Юсти круто, потому что классный диспел. Девчонка с юбкой из змей, она же Клатликоя, хороша, если вы еще ее не имеете, если хотите сражаться с позиции силы против Данте. Она пойдет, особенно с прорывом. Вот эта Глаша, да, ну, в общем, нет. Тайризия это абсолютный топ, особенно на Титана. Ну, точнее, я сказал, только на Титана, поэтому Тайризию брать абсолютно точно стоит. И по желтым. По желтым 2 хила, Дандола и Джеки это хорошие хилы с прорывом. Имеют место быть в ваших командах атаки, скорее всего. Вот этот Бахрам, или как его зовут, я уже не помню. Он мне когда-то выпадал раза 2, наверное, или даже 3. Я их все скармливал. Это отстой. Хотя кто-то может сказать, что вот, если его использовать вместе с Фрик, то там абсолютно имба. Нет, это не имба, это полная параша. Ну и, конечно же, Мелия. Мелия здесь лучше всех. Однозначно, она самая актуальная, хоть и средняя мана. Вот, поэтому вот такие вот герои, если вдруг вы все-таки решитесь в ближайшие 12 дней попризывать и забрать себе какого-то героя, то вот это личный мой субъективный список тех, кого брать все-таки стоит. И опять-таки напомню, что все эти герои, они поменяются. Ну, поменяются в феврале. То есть у вас до февраля у вас есть ресурс, если вам там, допустим, не хватало какого-то героя на 4-ю эволюцию, или просто вы хотели себе какого-то персонажа, которого критически вам не хватает, например, там, я бы Темпору себе хотел на стихийник, там, которая бьет не в одного. Точно так же хотел себе вот этого чувачка-рыбака, потому что он просто огонь. Ну, короче, есть времени почти полгода, чтобы там подфармить ресурсики, золотые монетки подфармить, подкопить, и в какой-то прекрасный момент, ну, например, там даже
под зиму, под Новый год, там, ловить какого-то пряника условного и коричку, и заодно попытаться закрыть какого-то героя из этого списка. Поэтому, ну, нормальная тема. В общем, рабочий призыв рабочий, но для большинства игроков это будет не вот здесь и сейчас, а это сейчас призыв только для того, чтобы начать планировать и там через несколько месяцев только заняться конкретно этой темой. Ну, а те, кто, да нет, те, кто постоянно призывает, им как бы похер, ну заберут там очередного героя, там, которого на эволюцию просто закинут, там, ну, окей, пускай будет так, каждому свое. Сама суть в том, что призыв, ну, в принципе, годный. Он ожидался, он зарелизился, поэтому хорошо. Я лично буду призывать. Не сейчас точно, через пару месяцев буду пока золотишко собирать. И там, скорее всего, Эбису или Темпору, или даже Мелию себе точно заберу. Потому что герои достойные. Вот, и поймать их отсюда даже смотрится лучшим шансом, чем поймать их из тех героев, в призывах, с которыми они есть. Потому что в призывах там уже по 150 героев, там их шанс поймать вообще нереальный. А здесь можно, ну, относительно не задорого, хоть и долго, но забрать просто играя. Вот такие дела. Надеюсь, вам было полезно это видео. Сори, что, возможно, немножко затянул. Вот. Но надеюсь, вам стало более понятно, что призываем 13 дней. Потом счетчик вот этот сотни, он сбрасывается. Сами герои сбрасываются через полгода, там, в феврале, грубо говоря. Все. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, ну и комментируйте. Высказывайте свои предположения. Возможно, кто играет в Империю Пазлов параллельно, то, возможно, у вас есть какие-то схемы там или, не знаю, лайфхаки, как максимально профитно использовать данный обмен героев, данный призыв. Поэтому жду вас в комментариях. Все, всем спасибо, всем пока.